Носит, да? Ваня, читай. Какую книгу? Покажи, как называется книга, которую ты читаешь. Называется «Сказки про карандаша и самоделкина». Ну, давай дальше. Какая уже страница у тебя, сыночка? Показывай. Уже 11-ю закончил? 12. Давай, сынок. Это последняя? Вот эта страница обязательно, конечно. Уже хватит. Все, здравствуйте! Вы на канале 11 детей и наша жизнь, и я хозяйка этой кухни. Меня зовут Светлана, моего мужа зовут Иван, и у нас 11 прекрасных детей. Уложила наконец-то детей спать. День прошел отлично, время сейчас ровно 23:58 или 59 уже, поэтому я делаю заготовки, мне так проще. Я думаю, если я сейчас сделаю побольше заготовок, пойду еще помоюсь, схожу после, то завтра в 5:30 раньше мне можно не вставать. Потому что с утра я сварю кашку, я уже кастрюльку достала, потом я сварю, то есть я делаю такие заготовки. На завтрак я буду делать кашку. Здесь для кашки я достала, не пошла в подпол, достала клубнику, такая большая у нас клубника, и там сахар, она пересыпана, она сейчас растает. Я с утра ее погружным блендером взобью и сделаю варенье. Дети очень любят, очень всегда, уже настолько они привыкли, поэтому она мороженая остается здесь. Ничего с ней до утра не будет. Что такое это? Я хочу завтра на завтрак сварить кашу манную. А на обед я планирую сделать борщ с пампушками, с чесночными и гороховое пюре с курочкой. Поэтому горох я уже замочила, убираю в холод. Оно будет стоять, считай, я его замочила где-то час назад, в 11. Оно будет стоять у меня до утра. Утром я его промою, оно в холодном месте, поэтому все будет хорошо. Я его промою, часа полтора поварю. И отлично, на обед будет хорошая гороховая каша. Покажу, как я варю кашу, я уже как-то варила. Но когда маленькую порцию я запариваю в термосах. Но сейчас у меня дома остался один термос, Валера забрал второй термос в общежитие. Сын, который у нас учится в Армавире, он возит с собой железный термос туда, потому что у них такие странные условия в общежитии. И поэтому у меня остался пока один термос. Поэтому я замочила на ночь в холодное место, эффект будет тот же самый. Я здесь размораживаю уже кусок говядины. Порезанная говядина, она очень мороженая. Но до утра она растает. Я хочу борщ с говядиной сварить. Хочется уже говядины, свининка так подприелась. Поэтому, ну а сейчас что делаю? Я вот уже одну порцию сделала. Это даже не одна порция, это двойная. Я только ее сделала. И сейчас еще одну двойную порцию я сделаю. Это на пампушке. То есть я беру муку. Кому будет интересно, я оставлю, как я делала пампушки, полностью рецепт под описанием. Так, мука, сахар. Можно вот так. Так, соль. У меня здесь двойная порция. Мука, сахар, соль. Так, стаканчик с тепленькой водичкой. Стакан, которым я мерила муку. То есть получается 3 стакана муки на порцию. Водой. 3 стакана. У нас водичка тепленькая нужна. У нас очень долго сливать надо. Вода теплая идет, хотя своя скважина. И на один рецепт 1 ложечку дрожжей надо, а я 2 добавлю. У меня двойной рецепт. Перемешаю. То есть хочу, чтобы пампушки до утра подошли. Конечно, они подымятся сильно. Ну, кашу маслом не испортишь, они будут вкусные. Так, сюда убираю.
И 3 столовые ложки, ну, у меня это будет 6. Масла. 1, 2, 3, 5, 6. Все. Вот оно и тесто. Оно очень простое, но пампушечки будут очень вкусные. С борщом они будут шедеврально смотреться. Все-таки борщ с пампушечками – это круто. Все. Еще одна порция теста готова. Чашечка такая чистая у меня от нее. Тесто такое красивое. Смотрите, какое. Я его не буду соединять. Я накрываю его пленкой. Будильник пищит 12 часов ночи. Сейчас вот тесто поставила и успокоюсь. Потому что здесь на кухне у меня не жарко. У меня настежь открыто окно. И мой горох стоит на подоконнике. К сожалению, в холодильнике не могу с пленкой справиться. У меня нет места, мне бы еще 3 холодильника. Я рада, что у меня морозильной камеры пока хватает. Ну вот, освобождала перед тем, как чушечку резать. Освобождала. Ягода. Вот еще клубника. То есть получается, у меня здесь не жарко. Тесто взбито очень хорошо. Я поставлю на плиту вон туда подальше от окна. И пусть. Я так люблю, когда окно открыто. Так хорошо, так прохладненько. Вот оно, мое тесто. Многие мне скажут: Свет, лучше ляжь пораньше спать. Да. Но у меня тогда голова работает. Это надо сделать, это надо сделать. Это. А мы завтра уезжаем. Мы уезжаем с Никитой. Нам надо по кое-каким личным делам с Никитой съездить в город. Он не идет завтра в школу. Я буду писать заявление. Поэтому завтра занятая я. И уберу сейчас на плиту. Подальше от окна. Вообще дома жарко, здесь же горячие полы. Вот, это я сейчас за собой еще уберу. Я не буду на утро это оставлять, нет. Грязную посуду мы не оставляем на утро. Я завтра хочу... А об этом я расскажу завтра. Сейчас мне хорошо убрать миксер, пойти принять душ и сразу заснуть. Потому что бывает такое, мне вообще перегуливать нельзя. Если перегуляла... Все, меня потом не уложишь. Да, это вообще, да, было такое, что вставала и стряпала время 3, время 4, а я лежу психую. Поэтому мне бы не перегуливать. До утра. Доброе утро. Время 5:30, в 5:15 я встала. В 3 часу смогла заснуть только. Но это нормально, это рабочая обстановка. Надеюсь, что я днем найду минут 20-30 отдохнуть. Я поставила уже говядину на печку. То есть не сплю я, не спит Иван. Он сейчас уйдет еще поваляться. Я включал камеру. Поставила уже мясо, говядину на борщ. Пью водичку, 2 кружечку. Здесь у меня тесто подходит. Уже оно подошло. Я его сейчас буду разделывать. Но сначала я поставлю кашу. Буду мерить большой кружкой. Ой, не эту кастрюльку, простите. Вот она, кастрюлька под кашу. То есть буду варить кашу рисовую. Хотела манную, передумала. У меня рис открытый стоит. Много сильно наваривать не буду. Ну вот получается почти кружка. Сейчас я помою рис. Кашку поставлю. Кашку поставлю на большую конфорку. Где крышку делаю?
чтобы закипело. Вообще, наверное, нет. Пусть закипает быстренько. И молочко сейчас поставлю греться. Сейчас главное все наставить, и можно будет отдохнуть. Это двухлитровая кастрюлька. Для кашки я поставлю кипятиться молоко. Кашу я 1 к 2, чтобы она такая вот получилась, как размазня. Каша рисовая, стакан риса, 2 стакана воды. И молочко ставлю, чтобы молочко вскипело. И можно было залить потом кашку. Ставлю духовку нагреваться. И здесь тоже сразу ставлю на 200 градусов. У меня эта духовка шустрая, прям намного шустрая, а это такая долгодумающая, долго разогревающая. Так, я поставила борщ. И я поставила кашку вариться. Сейчас я буду пампушки делать. Ой, какое душистое тесто. Так. Большие сильно не хочу делать. Маленькие надо делать. Сейчас они еще подойдут. Пока делаю пампушки, отвечу на вопрос. Девочки задали вопрос. Скажите, пожалуйста, а дети после 18 лет в свободное плавание или как? Мне интересен вопрос, ведь видно, что человек нас недавно знает. Если бы давно знал бы, что сын, которому 21 год, живет с нами. Но сейчас, правда, его забрали в армию, он через полгода придет. Уже надеюсь, что все будет хорошо, и он через полгода придет. Девочки, а как у вас дети после 18 лет? Как происходит у вас? Неужели, когда ребенку 14 лет, сейчас я перестала это объяснять, но в самом начале видео я всем объясняла, что у нас нет своих детей, рожденных, но есть рожденные сердцем. Я много раз это говорила, поэтому планировать как пойдет жизнь с детьми, я не знаю. Я планирую на ближайшее будущее. Планирую, чтобы дети получили образование. А как будет дальше, я не знаю. Вот как будет дальше? Может быть, кто-то из детей захочет после 18 лет хорошо устроиться, и начнет хорошо деньги зарабатывать и скажет: мама, все, мы отделяемся, я хочу жить одна или один. Я не знаю, как это будет. Правда. Но пока у нас таких планов нету. Валеры 17 лет будет. Пока еще дети маленькие. Влад тоже, как вы заметили, не планирует никуда. Пока планирует приехать домой.
и жить дома. Все будет видно. Жизнь меняется быстро. Может быть, завтра будет идти и встретит свою половинку. И скажет: все, я с армии не вернусь, останусь здесь, в Майкопе. Он служит в Майкопе. Никто не знает ничего. Поэтому как будет, что будет, давайте поживем и все увидим. У меня, правда, таких планов нету. Мне сейчас главное, чтобы они сейчас выросли, получили образование. А уж что дальше будет, далеко забегать не будем. Но бывает, часто думаем о том, захотят ли они жить рядышком. Или куда-то уедут. Кто его знает. Как оно будет. Жизнь сейчас немножечко сложнее, чем в прошлом. Детям где-то оставаться сложнее. Только если дети найдут хорошую работу. Только в том случае. Поэтому, скорее всего, дети пока будут дома с мамой и с папой. Все. Вот мои полотенчики с Василечечка. Пока планы идут близкого характера. Водички выпью. Кого куда учить, кого где образование получать. Пока еще этот вопрос надо решить. На подходе Рома, на подходе Ульяна с Никитой. В общем, не знаю, получилось ли у меня с утра ответить на этот вопрос, но я на него ответила вот так. Ой. Эти пампушечки первые были. Теперь я вот этой массой желток и водичка буду хорошо их красиво смазывать, чтобы они красивые стали. Все. И в разогретую духовку 200 градусов минут на 15-20. Вот в этой, наверное, в машинке, какая у меня, Гефест, наверное, ой, машинки, печки, в ней, наверное, будет минут 15 жариться, выпекаться. А вот в Хансе 25, она дольше. Сейчас она раскочегарится. Так вот красиво, такие они ровненькие, красивые. Сейчас все наделаю. Оп. И вот так делаю надрез. Сначала в одну сторону делаю острым ножиком от Ивана. Потом в другую, чтобы такой симпатичный узорчик был. Раскрылась, чтобы пампушечка, как буханочка хлеба. Все, первые пампушки убираю. Это у меня. Вот порцию оставлю. Рецепт. Это у меня умножить на 4. Вот 2 противня больших.
Все, ставлю второй противень своих пампушечек в духовку. Посмотрю рис. Я еще не добавляла ни сахар, ни соль. Ой, как хорошо уже. Все, молочко выливаю и готовлю до полной готовности. Все. Сейчас буду на этом этапе почти на этом этапе буду сейчас солить и сахарить. Я хочу борщ тоже переставить сюда, на эту конфорку, на большую. Я что-то привыкла готовить на этой большой конфорке, и мне прям так не хватает еще одной конфорки. Так, пусть рис томится. Почти готова кашка. Пусть томится. Дома жара, горох сливаю. У меня на подоконнике стоял горох, размораживался, представляете, лед. Сегодня, правда, ночью было холодно. Я чувствовала это, потому что мы спим с Настей с открытым окном, со всей фрамугой большим. Так, горох я теперь промываю. Время 6 час, до 8 у меня хватит времени его сварить. Потому что сейчас там проснутся дети. И вчера уже Василиса заказала 2 косички. Снежанку заплести, одеть. То есть они не особо заниматься вот в то время. Снежана с вечера, я ее приучаю к самостоятельности. Снежана с вечера готовит портфель. А утром всегда приходит проверять портфель. Так вот я ее вчера поймала в детской кроватке, где она куколку свою укладывает спать. Дневник валялся ее. Я говорю, это как же ты собрала портфель? В общем, учимся быть самостоятельными. Гороховую кашу я тоже не солю пока. Так. Ой, вот люблю, когда каша рисовая, вот у нее такое состояние, вот такое вот. Как размазня. Ой, вот она как раз вот такая получается сейчас. Хорошее такое. Пусть еще потомится. Сейчас пришло сообщение в WhatsApp. Пришел подарок от подписчицы. Но она подруга-подписчица с Дальнего Востока. Сегодня мы поедем, я уже говорила, с Никитой, Костей,
Ну и заедем, Улечка, твою посылку получим обязательно. На Валберес что-то она заказала нам. Посмотрим. Приятно, конечно, когда у нее вообще есть такое, она часто делает подарки. На такое количество каши я буду добавлять полные с горкой 2,5 столовые ложки сахара. У меня так едят. Ну и соли по вкусу. Все. Сейчас еще чуть-чуть маслица и выключать буду. Добавляю хороший кусочек масла. Все, после того, как посолила и посахарила, выключаю. Все, и моя кашка рисовая развозня готова. У меня дети очень любят рисовую кашку. Отставляю ее сюда. Я очень тороплюсь. У меня пампушки подходят, а еще варенье я не сделала, дети. Быстренько чеснок для пампушек. Это важнее пока, чем варенье. Варенье уже стоит растаянное. Сейчас я его блендером сделаю. И чуть-чуть подогрею, чтобы сахарочек растаял. И все, я его не варить ничего не буду, потому что его дети с кашками, оно будет в холодильнике, скушают. Ягода почти разморозилась. Еще даже ягода не разморозилась на столе толком. Так. Пампушки подходят уже прям. В плите вот в этой, которая кефест, она мне вообще очень нравится. Уже прям красивые-красивые. Ну, а в той почти красивые. Я тоже к ней начинаю привыкать. Ой, жарко, окно открыто настежь. На окне даже горох льдом покрылся, а дома жара. И вот мы построили кухню, у нас ни одной батареи нет, у нас просто горячие полы. Водяные, не электрические. Ну вот. Теперь беру вилочку, беру масло свое, подтаянное уже, и переминаю с чесноком. Хочу, чтобы вы почувствовали запах этих булочек. Вкусных-вкусных. Смотрите, масло убегает. Хочет убежать. Вот теперь, когда маслица чуть-чуть подтаяло, я размазываю кисточкой. Такие вот у меня будут вкусные, с домашним маслицем. Ой, какой запах стоит.
Масло масляное получилось. Вот такие пампушечки я сегодня делаю к борщу. Зря я наговаривала на вторую плитку, она не уступает. Они тоже уже готовы. И я их начинаю тоже маслить. Во как буду маслить. Масло с чесночком. Прям хорошо-хорошо, чтобы было. Вроде бы все взбила, но маленькие кусочки свежей ягодки, возможно, будут появляться. Сейчас я немножечко подогрею, чтобы растаял сахар. Кто-то нам как-то писал: постелите, пожалуйста, клеенку на стол. Жалко, ребята, у нас с первого дня клеенка на столе лежит. Мы иногда скатерть ложим, а клеенку мы положили сразу. Поэтому нормально все, мы бережем свой стол. Так. Заварка открытая закончилась. Мы что-то последнее время пьем Гринфилд черный. Дети, по крайней мере. Я хочу уже маленьким детям налить, а взрослые сами себя обслуживают уже как хотят. Вот такое у меня получилось варенье. Оно остынет, еще гуще станет. Густое, тут вот ягодка попалась. Сейчас дети будут его себе накладывать. Я его отключаю. Накладывать будут себе его. Оно даже не нагрелось, только чуть-чуть сахар растаял. Накладывать в кашу. Ну и кашка вот такая красивая. Вот она. Это Снежане, ей хватит. Захочет добавки, еще положит. Я знаю, кто сколько кушает и у кого остается. У одних и тех же. Так. Вот так. Сейчас побегу перекусы делать, пока у меня горох убегает, получается. Побегу делать перекусы. Сейчас сниму вот эту пенку и полетела. Дети проснулись. Теперь приходится делиться. Там бегать и сюда прибегать. Сейчас вот Василису заплету, Анюту и Снежану. С этой стороны. Резиночки. А? Ты их тут раздавала. А, давно? Угу. Вот отсюда. А все, вставай. Все, вставай. Все, вставай. На еще сучку. Снежане очень понравилось быть взрослой. Она делает фигушку. Я ей вчера прочитала, как люди про нее говорили, что она прям взрослая с этой фигушкой.
Ну вот просит опять. Все хотят быть взрослыми поскорее. Пока я девчуль своих заплетала, провожала, у меня вовсю кипит компот. Сахар я сразу добавляю. Так, там что-то горох у меня приспал. Сегодня компот будет просто яблоки, айва. Так, чернослив где-то попадет. Свои яблочки красивые. Так. Никита меня сейчас снимает, папа уехал. Никита, слази, пожалуйста, в подпол и достань мне банку борща. Хорошо? Все, компот хорошо потомился. До обеда будет настаиваться. Я его отключаю и убираю сюда. О! Масло, начинаю делать зажарку для борща. Сейчас мне надо бежать Снежане проверять портфель. Но я быстренько уже сделаю зажарку для борща. Лучок. Достали баночку из-под пола. Борщ, который я делала заготовку. Также у меня здесь в баночке перец, морковь. Это икра. Так, столько осталось, и тоже в борщ. Борщ сегодня будет все, что есть в холодильнике. Но он будет вкусный. Все пышется, варится. Мясо, я думаю, уже готово к говядинам. Все, это зажарочка. Пока она зажаривается, мы будем делать картошечку. Я же сказала, что у меня будет сегодня борщ из того, что было в холодильнике. Я в прошлый раз готовила борщ. Сок томатный у меня очень густой. Как-то я его открыла. И, в принципе, его никто не стал пить. Когда еды дома много, когда готовишь постоянно, то нету такого, чтобы ты приготовил, сразу все съедает. Потушился мой перчик здесь. И теперь я выливаю сюда свой томатный сок. И пусть он тоже вкус томата, чтобы прошел. Пусть тоже потушится хорошо. Можно было бы, конечно, приехать и обед готовить, но лучше я сделаю основные заготовки, потому что я еще курочку не готовила для кашки. И сейчас я еще буду зажарку делать для кашки гороховой. Поэтому у меня времени нету. Все, я выложила картофель. Он сейчас до полуготовности приготовится. А у меня, посмотрите, здесь как красиво из того, что было. И еще у меня будет баночка, в ней и лимончик, и свеколочка, и перцы, и томаты. То есть еще будет такая добавка. Все, здесь я потушила. Сюда я добавлю чесночок, уже молотый. Хорошо, так молотого чесночка добавлю. Также добавлю еще, хотя в баночке будет, но баночка маленькая. Немножко паприки добавлю, перчика. Также добавлю черненького перчика немножечко, смесь и лавровый лист. Все. И лавровый лист. И выключаю пока. Я хочу водички попить.
Ой, сяду на Снежанкин стул и выпью водички. Так, начинаем проверять школу. Сегодня у нас разговор о важном. Русский язык, физра, математика, чтение. У тебя для физкультуры все есть в школе? Так, давай. Ага. Я ничего не пойму, Снежана, это что? Я собрала не потом. А как так не потом ты собрала? Вот видите? Я собрала на 15. Русский язык. Так, русский язык, там есть математика. Русский язык, вторая часть. Вот как не проверять? Я, бывает, с вечера, почему я стала утром проверять? Я, бывает, с вечера проверю. Утром приходят со школы в обед, того-того уже уходят, смотрю, на столе что-нибудь находится. Медведь-то. Доча, 15-я, ты почему 15-я? Дочь, как слово 5 пишется? 5. Вот хоть запроверяйся, вот хоть запроверяйся. Потому что одну ты не сдала. Достань вон там себе ручку, у тебя, ты говорила, какие-то тут не пишут. Потому что... Я себе, мама, доставала одну. А, да? Да. Вот она. Да, вот она хорошо пишет. Вот эти они уже. Тоже дописывай, хорошо пишут. Отдашь учительнице, смотри, вот этот листочек, где он? Вот он. Листочек и тетрадки, все положим вот так вот. Угу. Где математика? Вот. Математику положим, и ты придешь и отдашь. Так, у тебя сегодня литературное чтение есть. Есть. Выразительно читала? Читала, могу сейчас прочитать. Сейчас уже не надо, уже время. Сейчас ты сядешь, поиграешь. А я пойду готовить кушать. Математика, физра, русский. Так. Теперь проверяем линейку. Линейка. Ага, линейка. Линейка где-то. Я ее. Что-то какая-то лохматая, перезаплетаться будем. Что-то не, да, что-то никак у меня не получилось теперь. Да, звук пока не убавь, пожалуйста. Точилка, вот у нас столько там. Все взяли, карандаши, линейки, все. А ты себе перекус брала? Беда прям. Да, беда. Беда, беда, беда. Так. До выхода уже осталось 20-25 минут. 30, да, детей отвезем. У меня разогревается сковорода. Это я сейчас буду варить. Ой, поджаривать буду лук с морковкой. Сейчас лук в кашку. Все в кашку. Столько лука. Сколько лучка. Сразу стараюсь за собой все убрать. У нас как-то дома принято. Дети не приходят домой, чтобы было грязно. Просто вот это само состояние, что ребенок пришел со школы, а дома грязно, нет. Все, картофель мой закипел. Я еще не солила, кашу тоже не солила еще. Буду на последнем этапе уже солить. Сейчас у меня пассируется морковь, пассируется лук, морковь. Потом я это все выкладываю в кашу. А здесь у меня моя, смотрите, какая она густая, с соком томатным получилась. Красивая такая зажарочка. Такой борщичок будет довольно-таки вкусный. Все. Кашка уже вся, вот она готова. Я ее буду сейчас покажу, что делать. Картофель у меня сварился. И я сюда выкладываю красивую, вкусную капустку собственного производства.
Сейчас оно поварится. Я посолю и буду закладывать зажарку. А здесь у меня, посмотрите, пассируется, но он вот до такого мягкого состояния пассируется лук с морковью. И сейчас я добавлю сюда водички. Мне надо, чтобы этот лучок с морковкой хорошо протушился. Все, и он пусть тушится, смотрите. Потому что я это буду выкладывать в горох. Все. Он немножко тушится. Но я думаю, минут 5-6 будет тушиться, чтобы сварился хорошо. Проварился, прям мягкий-мягкий стал. Так, ну и здесь у нас борщик пошел. Помните, я говорила, что картошки я положила немного. Больше мяса попадается. Хорошие такие куски. Говядина килограмма 2 точно. Хорошие такие куски. Вон прям. Большие, хорошие. 2 часа они. С 5 часов. 6, 7. Уже 3 час. Уже почти 3. Уже почти. Уже 8. Уже 13 минут 9. Я все варю. На этапе полной готовности я солю. Солю, как я считаю нужным, как нам будет нравиться. Так. И на этом же этапе можно прям целый, потому что блендер, ну, у меня есть вот чесночок, я покладу сюда такой свеженький. И я снимаю. Выкладываю сюда свою зажарку полностью. Уже лишнее. Ой, какая каша, запах. Очень вкусно, очень-очень. Соли достаточно. Все, закрываю и уношу укутывать. Сейчас я уже попробую на соль. Уже около 10 минут кипит моя капуста. В принципе, такого особо ничего нового. Ну, так, выкладываю баночку, которую готовила на зиму. Какой душистый, вкусный борщ получился. Пахнет как вкусно. Последний штрих. Ой, через верх. Уже отвела собачкам. Ой, какой красивый. Все, последний штрих. Смотрите, какой получился вкусный, наваристый, красивый, жирненький, душистый борщ. В нем есть все. И лимон в заготовке был, помните, да, я на зиму делала. И перец, и свекла, и морковь, и я еще добавила. Все, уже последняя закипает, все приправы. И я выключаю, и у нас совсем нет времени, мы полетели.